Мне очень нравится Ничанг. Мне нравится сюда приезжать. Я даже рассматривала этот город для жизни. Как это угашенный. Тут так стоял просто посреди улицы. Там, ну, здесь есть некоторые факторы, которые... Ко мне подошел какой-то мужик. Портит мое ощущение от города. Давай, снимай свое платье, снимай свои ботинки. 25 000 донгов. Здесь люди так живут. Нашла в фасоле кусок металлической проволоки. То, что можно снять там за 3 миллиона студию, комнату, это как бы факт. Мысли уезжать куда-то домой, там, ну нет. Пахнет морем. Ну, они так привыкли, это нормально. Корова. Чудесное море. Наш прекрасный Ничанг. Прилетели в аэропорт Ничанга. На улице плюс 24 градуса. После плюс 13 Ханой. Это сказка, конечно. Сейчас поеду заселяться в отель. Отель украсили к китайскому Новому году. Очень красиво. Оп. Заселились в отель. Так, вот так выглядит номер. Корзинка с фруктами приветственными. На самом деле, очень приятно. 2 розочки. Наверное, нужно избавиться от одной, оставить одну, это какой-то плохой знак. Но, в общем, не знаю, надо почитать, что это значит в китайской культуре. Потому что в отеле много китайских иероглифов. Я подозреваю, что это как-то связано с 2 розами, которые нам оставили. 2 розы, 2. В целом все стандартно. Достаточно много места. Так. Телевизор. Стол. Кровать очень большая. Такой номер стоит 1 миллион донгов за ночь. Мы сняли его на 7 ночей, получилось 7 миллионов. И это примерно $40 за ночь. Какая-то штука, которая была во фруктовой тарелке, я не знаю, что это. Выглядит очень странно, это ничем не пахнет. Ого! Это похоже на яблоко, ну как будто оно взбито внутри. Вообще не сладкое, но необычный очень вкус. Блин, что это? Очень интересно. Это что-то типа из разряда яблока или гуавы. Гуава? Нет? Мне кажется, нет. Может попробовать? Попробуй. Что скажешь? Это как будто какая-то гуава. Вид гуавы. Вид гуавы? Ну, больше похоже на гуаву. Давай в ChatGPT посмотрим. Море! Так хорошо, так тепло. Как это угашенный. Обожаю смузи в Ничанге. Здесь есть классная палатка с фруктами. Здесь смузи стоит всего 25 000 донгов. И мне кажется, они просто лучшие в Ничанге. Это потрясающе. Они не добавляют ни молока, ни сахара. Они очень сладкие, очень вкусные, очень сбалансированные. Короче, супер советую. Оставлю ссылку в описании. Фрукты всегда очень свежие.
Тебе здесь могут нарезать все, что было удобно, особенно если живешь в отеле. Чистят ананасы, чистят манго полностью. И вот, кокосы стоят по 20 тысяч донгов. Всякие разные смузи. 25 тысяч донгов. Это очень вкусно. Очень сладкий манго. И находится прямо на улице рядом с морем. То есть, если вы будете в Нячанге, 100% вы придете мимо. Какой же кайф. Пахнет морем. Чувствуешь? Да. Так здорово. Да, все-таки море. Такой завтрак. Оп. Достаточно хороший. Всякие хлеба, джема, фруктики, всякие салаты, заправки, суши. Что это такое? Ой, это рис. Кимчи. Кимчи надо брать. Так. Сосиски. Какое-то мясо. Капуста. Что это? А, это димсамы. Рис. Это печеный батат, кажется. Так. Всякие разные яйца. Вот это вообще, я не знаю, как это люди едят. Это выдержанное яйцо в соевом соусе. Обычно оно выдерживается несколько недель. Это каша. Это супчик. Еще что-то готовят. Фубошки готовят. Супы. Яйца и омлеты. Красиво приготовить омлет. Сейчас его сделают. Мне намешали сыр, ветчину и помидоры. Как я люблю делать омлет. Вот, попробуем, насколько это остро. Все, попробовать разные виды мяса. Салатик, фрукты и булочку. Еще фрукты и тарелку с всякими разными нарезками сыра и мяса. Вот такой завтрак. Если честно, я не представляю себе завтрак без фасоли. Это лучшее, что придумало человечество. Фасоль в томате. Вкусный омлет. Попробую с чили соусом. Жжет. Опа. Нашла в фасоли кусок металлической проволоки. Попросила проверить. Это, конечно, было неприятно. Принесли мне новую фасоль на замену старой. Надеюсь, в этот раз без проволоки. Иду поплавать в бассейне. Там очень чистая, классная вода. Сейчас покажу. Hello, hello, baby, you're gone, I can hear the thing. I have gone on service in a club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm gonna, baby. I'm gonna, baby. I'm gonna, baby. Sorry, I cannot hear you, I'm gonna, baby. Again, it's my favorite song they're gonna play. And I cannot text you with a drink in my hand, yeah. You should've made some plans with me, you knew that I was great. And now you won't stop calling me, I'm playing.
Нячанги чудесное море, очень чистое. Здесь очень чистый городской пляж, приятный песок. Наверное, самый чистый городской пляж, который я видела пока в своей жизни, потому что обычно чистые пляжи где-то за городом, но здесь за ним очень хорошо следят, его чистят. Здесь достаточно приятный берег. И чем мне нравится в Нячанге по сравнению с Данангом, это тем, что здесь линия воды, линия дна достаточно быстро уходит вниз, а в Дананге ты можешь несколько километров просто идти вперед, и ты там можешь 10 минут пройти вперед, и ты все еще по колено. Я такое не очень люблю. Посмотрите, какие волны. Мне очень нравится Нячанг, мне нравится сюда приезжать, и в какой-то момент я даже рассматривала этот город для жизни, но я поняла, что здесь есть некоторые факторы, которые сильно портят мое ощущение от города, и вряд ли у меня получится долго здесь комфортно себя чувствовать. Во-первых, он слишком маленький, на мой вкус. Мне хочется жить в городе побольше, там 1-2 миллиона человек, а в Нячанге даже нет миллиона. Все равно здесь очень красиво. Но мне кажется, что этот город более курортный, более такой для отдыха. Здесь не так сильно развита инфраструктура, здесь нет какого-то притока бизнеса, каких-то офисов больших компаний. Поэтому я не вижу здесь какого-то будущего развития. Но если хочется спокойной жизни, если хочется работу на удаленке, ходить на море, то Нячанг – это хороший вариант. Второй пункт, который мне здесь не нравится, это то, что очень много туристов из России и СНГ, и иногда эти туристы себя не очень хорошо ведут. Очень часто они устраивают здесь всякие пьяные драки, дебоши, ведут себя не очень адекватно, пристают на улицах. То есть я не очень люблю, не знаю, ты приехала отдыхать, но отдыхай, наслаждайся прекрасным городом, наслаждайся дешевыми фруктами. Зачем доебываться до людей? И это очень неприятно. Я встречаю такое в основном с русскоязычным комьюнити. Ладно, наверное, это обидно, может звучать, но многие люди приезжают, и они ведут себя прекрасно, и просто отдыхают и наслаждаются, но многие люди просто лезут в дела других, и это очень неприятно. Вот сейчас, например, я шла и пыталась найти вещи на пляже, и я не собиралась сейчас купаться, потому что я хочу заснять этот ролик. Но до меня докопался какой-то мужик, он шел за мной по пляжу минут 5 и говорил мне: да давай, раздевайся, иди купайся, иди снимай ботинки, иди босиком. Я в итоге иду босиком, но какое тебе дело, мужик? Иду я босиком или не босиком? Короче, Нячанг классный город, вьетнамцы просто душные, здесь вкусно, дешево, поэтому приезжайте, купайтесь на море, ведите себя хорошо, не приставайте к другим отдыхающим, и все будет классно. И такой грустный пес. Ждет. Всем доброе утро. Я очень хочу спать. Вчера из-за того, что я нашла металлическую проволоку в еде, мне обещали, что мне сделают какой-то супер карри. Посмотрим. В
Вообще, конечно, во Вьетнаме достаточно плохо говорят по-английски, и есть большая вероятность, что вас не поймут. Поэтому мне кажется, что вчера, когда я объясняла, что у меня в фасоли металлическая проволока, мне сказали: ой, извините, мы вам заменим. Я старалась использовать тоже максимально простые слова, но пока ждала фасоль, я спросила еще и про карри, потому что здесь было чудесное карри, которое закончилось. И я спросила: нет ли на кухне еще? Они такие: нет, у нас нет, типа, ну, мы можем вам, типа, принести фасоль отдельно. Я говорю: ну, хорошо, ладно, давайте фасоль отдельно. Такая вздохнула, вот, то, что все вкусное мясо съели. И они мне потом, когда я уже заканчивала еду, пришли и сказали, мне переводчики показали, что завтра мы сделаем вам карри с фасолью. Я такая думаю: ну, ладно. И потом, когда я уже пошла, я поняла, что меня, наверное, не так поняли. Короче, представьте, все-таки принесли карри с фасолью. Специально приготовленное для меня, очень прикольно. Я еще не пробовала. Выглядит вот так. Это очень интересно. Это карри с курицей. Не очень острый, что хорошо. Достаточно вкусный сам карри. Фасоль не моя любимая, но это необычное сочетание. Круто, что они сделали это. Здорово. Мелочи приятно. Решили взять смузи. Манго-маракуйя, да? Угу. Сейчас. Что это такое? Так, возможно, это не то. Это фрукт кешью, Кешью? но это другое. Они Это просто очень похожи. не джекфрукт, а это Яблоко. джаба. Я не знаю, как по-местному называется. Как яблоко. Да, это, И короче... я с вот этим фруктом перепутала. Они просто очень похожи. Ой, ничего себе. Это, получается, кешью так растет, орешечек. Класс. Вот, кстати, говорят, что на севере вода чище. Красивее, да. Видишь, красивее. Я просто, когда была в прошлом году здесь было все в тине на севере. Возможно, сезон какой-то был. По-моему, это был март-апрель. Ну, вот. Вот, потому что все говорили: селитесь на севере, селитесь на севере. Мы поселились, и там просто в море заходишь, и все в тине. Но сезон заканчивался, не сезон, точнее. И все водоросли... Видимо, потому что мы Плавать. буквально, типа, мы поехали покупаться в центр посмотреть, и там было так чисто, и мы просто переехали в итоге из Кении в этот центр. А в центре почему вода грязнее? Потому что река разделяет центр и север, и с реки идет грязная вода. Она не грязная, она просто длинная, смешанная. Понятно. Поэтому они такого цвета. Понятно. Вот видишь, там гора. Там туда, там палка. О. Ага. О. Корова. Что, добавила?
свой флаг. И каждый цвет у них обозначает что-то. Очень красиво. Буддистские флаги. Очень красиво. Сделали. Класс. Красота. Это Настя. Она живет во Вьетнаме уже 6 лет, получается. 6-й год. 6-й год. Блин, здорово. А можешь, пожалуйста, рассказать, почему ты выбрала Вьетнам и Вничанг в частности? На самом деле случайность получилась. Мы путешествовали в каждой стране по месяцу. И в 2020 году у нас началась пандемия. И, собственно, наше путешествие закончилось во Вьетнаме. Потому что потом был путь только поехать вывозными рейсами домой. Вот, соответственно, как бы Вьетнам зацепил. Мы тут остались. И потом начали ездить по разным городам Вьетнама. То есть это Ханой был, а жили на Фукуоке. Ханой, Дананг. И позже я решила попробовать Вничанг. Приехала в Вничанг, и как-то так получилось, что все, кого я знала во Вьетнаме, они в этот момент были тоже в Вничанге. И как-то он так привязал к себе, и вот, пожалуйста, уже 6-й год держит, не отпускает. Ну, по крайней мере, мысли уезжать куда-то домой, там, ну, нет. Либо дальше менять другую страну. Тут уже как бы свои знакомства, своя работа. И как-то все бросать, начинать заново не хочется. Держит меня. Ну, плюс классно, такие виды. Да, с такими видами каждый день просыпаться, это, конечно, восхитительно. Да, потрясающе. А можешь сказать для тебя лично основные 3 плюса Вничанга? 3 плюса и 3 минуса. Если найдутся. Плюс Вничанга, конечно же, это море рядышком. И, наверное, погодные условия, потому что по сравнению элементарно вот с Данангом, там очень часто тайфуны, плохие погодные условия, то здесь как бы Вничанг очень-очень редко задевает. Это прям огромный плюс. Кстати, не знала про это. Там потому что с Филиппин основные вот эти вот тайфуны идут. С наших любимых Филиппин. И все на Дананг. Ну и ближайшие города. То здесь прям максимально комфортно. И за счет того, что, мне кажется, Вничанг такой, как в огромной бухте, из-за этого прям тихо, спокойно. Но минусы, наверное, лично для меня. Здесь очень много туристов. Прям очень много. И не всегда это комфортно. Но, с другой стороны, когда ты здесь живешь какое-то долгое время, на протяжении какого-то долгого времени, ты уже выбираешь те районы, где их не так много. И как бы, ну, сам для себя создаешь уже комфортные условия. Минусы. Ну, не знаю, каждый, конечно, видит свои минусы. Лично для меня здесь, ну, вот, кроме вот из-за того, что иногда много туристов, наверное, их нет. Вот настолько он для меня идеален. Конечно, многие замечают там то, что мусор, крысы где-то бегают. Ну, наверное, что ты хочешь видеть, то ты и замечаешь. То есть, я, кстати, в Вничанге практически не замечала ни мусора, ни крыс, потому что, мне кажется, в Хошимине очень много и крыс, и мусора, а здесь как-то, несмотря на то, что много туристов, очень часто убирают. Как бы, очень часто убирают, да, и то, что как бы вот некоторые приезжают и говорят, вот они там мусор выставляют на дорогу. Они выставляют на дорогу, потом едет уборщик, это все забирает, и улицы чистые. Ну, то есть, как бы, ну, здесь люди так живут, то есть, ну, они так привыкли, это нормально. И это не то, что там мусор валяется где-то на улице, нет. Ты еще замечала, что здесь нет запаха? Потому что в Паттайе, например, тоже такого же похожего типа город курортный, там очень-очень-очень сильный затхлый запах. Вот. От канализации, возможно, от каких-то тоже отходов. Здесь прям прекрасно. Ну воздух. да, ты вот говоришь, я даже, ну, на рынке разве что будет запах. Ну, мне кажется, это база, везде такое. А так прям нет такого. Наш прекрасный Вничанг. Сколько здесь стоит жизнь в среднем?
Это очень сложный вопрос, и Ну, на него... сколько хватит? Вот, сколько хватит? Ну, я даже не могу сказать, сколько я трачу, потому что всегда это по-разному. И как бы я как-то пыталась записать свои траты, чтобы посчитать сумму, которая у меня выходит за месяц. У меня не получается. Мне не хватило терпения. Жилье, например. Жилье можно снять от $100 Мгм. до высокого ценника. Мгм. То есть там уже как бы на ваш вкус и цвет либо это квартира, либо это дом, либо это вилла какая-то. То есть предела ценника как бы максимально высокий, как бы я не знаю. Но то, что можно снять там за 3 миллиона студию, комнату, это как бы факт. Такое есть. Круто. И то есть здесь можно прожить как бы на очень небольшую сумму, учитывая, если ты, допустим, возьмешь жилье. Жилье у нас самое дорогое, да, как бы 3 миллиона. И плюс либо ты готовишь дома, либо ты кушаешь в кафешках. В кафешке, если местная еда, то также очень дешево это все стоит. Ну, вот элементарно мы смузи у нас 25 донгов. Мгм. 25 тысяч донгов, да. Полноценный прием. На самом деле, да. Да. Причем он такой заничанг. Звенчанг, да. Здесь очень классно. Основные какие статьи расходов здесь? Ну вот жилье. Жилье, питание. Мгм. Транспорт, ну, как бы, естественно, если ты приезжаешь на долгий срок, то рекомендуется купить этот байк Мгм. и на нем ездить, так как если там элементарно на месяца 3 ты приезжаешь, то аренда тебе выйдет, наверное, дороже. Мгм. Я, честно, ценники уже не знаю, потому что у меня, как только я приехала, я сразу купила байк, Мгм. и не было мыслей брать его в аренду. Когда уже твой, ты знаешь, как он ездит. Вот. Да, это хорошо. А визараны? Визараны. Можно поехать, как это делает большая часть, в Лаос либо в Камбоджу. У нас есть организованные поездки, то есть берется автобус, Мгм. слепбас, где Мгм. можно поспать полноценно, удобно, комфортно. Вот, он тебя довозит до границы Лаоса. Пешочком ты переходишь границу, ставишь штампы и возвращаешься обратно. Такой визаран, по-моему, стоит 1 500 000, плюс-минус, вот такой градация. Мгм. И делать Вот. его нужно каждые 3 месяца сейчас, да? Либо каждые 45 дней, Мгм. потому что штамп дается на 45 дней, Мгм. либо каждые 3 месяца. Если, конечно, ты делаешь на 3 месяца, то там выходит, наверное, около 3 миллионов, потому что тебе нужно еще сделать срочную визу. Мгм. То есть автобус ждет, пока вы там находитесь за границей, пока вам поставят визу, сделают визу, и потом, когда она уже готова, возвращаетесь, вам ставят штамп на 3 месяца. Либо отсюда билеты очень дешевые, в Куала-Лумпур, допустим, многие летают, в Таиланд летают. В последнее время я летала в Гонконг, Макао, там билеты выходили, 1010 рублей туда-обратно. Мгм. Поэтому как бы, лучше совместить приятное с полезным, Ну да, согласна. полететь в новую страну, посмотреть ее. Также жилье на любой кошелек есть. И не так уж это дорого выходит, плюс у тебя новая страна, новый город в копилочку. Блин, здорово. Это я- очень круто. Я правильно понимаю, что у тебя нет планов вообще переезжать куда-либо из Ничанга? Пока нет. Я не знаю, что должно произойти, чтобы меня заманили куда-то куда-то уехать. Потому что у меня здесь небольшой бизнес свой. Я занимаюсь саббордами, провожу рассветы на САПах, плюс арендую корабль и провожу разные мероприятия на корабле, либо какие-то там спонтанные поездки по разным красивым локациям. Как бы. И я бросила удаленку и начала этим заниматься здесь. Блин, здорово. Когда работа прям в удовольствие тебе, это очень круто. Здорово, очень здорово. Если кто-то приедет в Ничанг, обращайтесь к Насте, оставлю ссылку в описании. Спасибо. И еще, наверное, последний вопрос. Какое твое место силы? В Ничанге, да? Где угодно. Это такой вопрос в стиле Дудя. В чем сила? В чем сила, брат? Так, где место силы? Да слушай, наверное, Ничанг и есть мое место силы, потому что куда я не уезжала бы, я не чувствую себя вот
спокойно, как дома. Приезжаю уже на обратном пути, я такая, вот, я дома, все хорошо, как бы это мое место, мой город. И как бы, наверное, оно и есть для меня место силы. Круто. Потому что вот последние мои поездки, когда я ездила в Россию, я прям, мне тяжело было. Там другие люди, там другая атмосфера, погода, погодные условия как бы очень много влияют. То, что здесь тепло, вот оно мое место силы. Для меня то же самое. Мне лучше, пускай будет жара, пускай она будет каждый день, мне будет комфортно, нежели будет холодно, снег и так далее. Да. Спасибо большое за Тебе интервью. спасибо. Вот. Еще раз подписывайтесь на Настю. Ничанг. Короче, вчера ходила поснимать немножко на море. Кирилл пошел купаться, а я просто шла по морю и там все доставала, подключала, короче, думала, что там я хочу сказать. И в итоге ко мне подошел какой-то мужик в шортах и такой: чё ты не купаешься? Давай, снимай свое платье, снимай свои ботинки, ходи пешком, босиком по воде, так хорошо. Я решила ему ничего не отвечать, я просто иду, заниматься своими делами. Вот. А я еще потеряла вещи, куда Кирилл положил. То есть я иду, ищу вещи вначале, мне, чтобы снять ботинки, да, у меня там все, руки заняты. Я хочу найти вещи, я хочу их там оставить, я хочу походить по воде, поснимать, просто поговорить на камеру. Нет, он за мной ходил и говорил мне: что ты это, иди купайся, давай снимай свое платье. Я думаю, господи, мужик, отъедись просто. Ну да, согласна. Я ничего против не имею туристов, которые здесь отдыхают. Ведите себя достойно, адекватно. Да, не лезь к другим. Другие тоже отдыхают, отдыхают так, как они хотят. То есть, это просто очень соглашусь, неприятно. наверное, вот эти вот люди и раздражают больше всего, которые лезут, которые ведут себя неадекватно, которые приезжают и нарушают правила Вьетнама, а нам потом это все рикошетит на нас. И это не очень. Да, очень много напивается. Какие-то я видела пару совсем неадекватных людей. Мне кажется, они были под чем-то. Мужик вот так стоял просто посреди улицы, там, свечки. Здесь это все очень доступно, очень низкий ценник, поэтому многие, на регулярной основе, наверное, начинают это все пробовать, этим заниматься. Такое печально, конечно, наблюдать такую картину. Не очень хотелось бы, чтобы это вот у нас все происходило. Да, потому что в самом-то потоке туристов ничего плохого нет, а вот именно такие туристы просто разрушают в целом и имидж города, идиллию нашу. Да, и страны, с которой они приезжают. Да, согласна. Просто ужасно, короче. Поменьше таких туристов, не будьте такими туристами. Пожалуйста. Вот, здесь очень красиво. Не, классно. Там, кстати, какие-то эти. Можем рядышком пройтись, если хочешь. Давай. У них там службы какие-то? Я не знаю, как будто бы... О! Не уверен, что там можно. Но столы накрыты. К чему-то готовятся. Не видела. Как называется, не знаешь? Настя говорит, растение-паразит залез аж на дерево. Очень красиво. Тоже сниму. Вообще потрясающе. Вообще такая. Я приехала в такую красивую локацию, сейчас тебе покажу. Я вот люблю этот храм, но не люблю эту дорогу, потому что, страшно. Ага. Очень. Да, очень. Мне тоже. Я чувствую, потому как ты даешь на тормоза. Напряжение водителя передается пассажиру. У тебя были какие-то аварии на байке?
Да, 3 раза я падала. Давно? Последний раз недавно на этом моем крошечке. Я испугалась песка и затормозила резко, и меня выкинуло вперед. Жесть. Второй раз меня вылетел вьетнамец передо мной, уже чтобы его не сбить, я резко нажала на тормоза и опять тоже вылетела с байка. Жесть. А третий раз просто не знаю, что произошло. Непонятная история. Я повернула и просто такой раз на бок упала. Блин. Последствия. Надо аккуратно с поворотами. Я, поверь, когда с пассажиром, я очень аккуратна. Потому что тут уже ответственность. Я понимаю. Не только за себя, но и мне, наверное, нравится вот это. Пока что просто по картинке. А вот это суп бухо. Местный, похож на наш, наверное, гуляш. Там варится говядина, большими кусками подается, и с картошечкой, и с морковкой. Нереально вкусный суп. Блин. Его тоже, кстати, кушают на завтраке. Блин. Поэтому это прям вот кафешка. Офигеть. С завтраками. Я нашла, надо сохранить. Хороший. Тебя можно погладить? Можно? А, напитки есть. Надо напитки тебе какие-то? Потому что я в восторге от цены. Ой, принесли такую сковородку еды. С хлебушком. Салатиком. Соком гуавы. Что будем кушать? Сейчас супчик. Очень классно.